Всем привет! Сегодня мы поговорим немного о психологии. Мы поговорим о человеческом мозге и какое отношение к нему имеют путешествия. И яхтинг в том числе. Так что немного психологии, немного философии. Если это не ваше, не ваш конек, можете смело переключиться на следующее видео. Хотя, уверяю вас, будет очень интересно. Не пожалеете. Ну что, поехали! Вы когда-нибудь задумывались, почему люди в возрасте, люди на закате жизни говорят: «Моя жизнь пролетела быстро и незаметно»? Подобные высказывания мы слышим постоянно, что жизнь протекает как одно мгновение. Так ли это на самом деле? Неужели жизнь так коротка, или нам только кажется, что она коротка? Или уже ближе к концу, к закату жизни, мы чувствуем какую-то неудовлетворенность и говорим, что жизнь была несправедлива к нам и поэтому коротка? Это очень интересный вопрос. На самом деле это все индивидуально. И каждый из нас воспринимает, чувствует, ощущает время, отведенное нам на этой планете, по-разному. Когда вы работаете на обычной, типичной работе с 9 до 5, изо дня в день, очередная рабочая неделя, как правило, пролетает незаметно. Это действительно так. И в конце недели вы на самом деле можете сказать себе: да, эта неделя действительно пролетела как мгновение. И совсем другое ощущение времени, когда вы уезжаете в отпуск на одну неделю. Это время, кажется, течет медленнее. Ваша неделя может показаться как 2 недели, а то и 3 недели. Особенно в красивом, экзотичном месте. После отдыха у вас чувство свежести, приподнятое настроение, вы полны новых впечатлений, заряжены и готовы вернуться к работе. В чем же разница между работой и отпуском? Почему мы так по-разному воспринимаем, ощущаем время, проведенное на работе и в отпуске? Оказывается, дело вот в чем. Когда вы живете рутинной жизнью, работаете на одной и той же постоянной работе, делаете одно и то же каждый день. Вы просыпаетесь, встаете, делаете утреннюю зарядку. После этого идете в ванну, принимаете душ, чистите зубы, словно наводите марафет, приводите себя в порядок. Затем идете на кухню, готовите завтрак. Завтракаете, садитесь за руль собственного автомобиля и мчитесь, сломя голову, потому что вы уже опаздываете, а начальство строгое. Вы все время выполняете типичный распорядок. У вас рутина. И каждый день на работе одно и то же, какую бы вы работу ни выполняли. Затем, после работы, вечером, вы едете домой, ужинаете, может быть, развлечетесь, посмотрите новости, очередной эпизод какого-нибудь сериала, а затем ложитесь спать. И на следующий день все повторяется снова и снова, день за днем, 5 дней в неделю. И каждая последующая неделя вашей рабочей жизни похоже повторяет, копирует предыдущую. Человеческий мозг – очень сложный механизм. Он распознает ваши повседневные занятия, то, что вы делаете все время, например, умываетесь, чистите зубы по утрам, уже в рабочем режиме по дороге на работу, или садитесь за руль вашего автомобиля. Ваши обязанности на работе, особенно то, что вы делаете часто, постоянно и регулярно. И когда вы делаете одно и то же снова и снова, и с практикой вы становитесь все лучше и лучше, и к тому же ваш мозг автоматизирует эти функции. Вы делаете все на автомате. Рутина повторяется изо дня в день, каждый раз, снова и снова. И эти события, моменты, серые, типичные, неинтересные, мозг начинает игнорировать. И он отключается в это время. Вы можете часами выполнять рутинные обязанности на своей работе и даже не осознавать самого факта вашей занятости в этот момент. Всю вашу рабочую неделю ваш мозг находится в режиме ожидания. Ожидания чего-то другого, нового, отличного от серой рутины, чего-то того, что стоит записать в память,
на жесткий диск, ваш мозг в ожидании особого события, чтобы включиться и начать эту запись, эту регистрацию в вашем сознании этого события, этого момента, чтобы запечатлеть его в памяти как что-то незабываемое, к чему спустя годы будет стоить вернуться в своей памяти и сказать: да, это было круто, действительно что-то особенное, яркое и незабываемое, есть что вспомнить. Рутина. Дом, работа, дом. Время, проведенное в дороге, в пути на работу из дома и назад. Особенно если вы добираетесь до работы долго. Монотонные, однотипные обязанности на работе. Что же происходит? Ваш мозг в основном находится в режиме ожидания большую часть вашей недели. Если вы работаете из года в год, на протяжении всей вашей жизни, повторяющейся изо дня в день, неделя за неделей, месяц за месяцем, рутина, с поездками на работу и домой, метро, автобус, вы можете легко провести большую часть вашей жизни с мозгом в режиме ожидания. Ожидания неординарных, интересных, запоминающихся событий. А когда вы выходите на пенсию, вы можете оглянуться на свою жизнь, потраченную на работу, и вы сможете вспомнить только яркие моменты, ваши отпуска, когда вы выбирались куда-то на отдых, поскольку это были моменты, когда рутина нарушалась. Происходило что-то знаменательное, и ваш мозг начинал записывать. Дни рождения или отпуск, особенно в экзотичном месте, это другие впечатления, другой опыт, много нового и интересного. Всю эту информацию вашему мозгу нужно обработать и переварить. Вы обнаруживаете, что быстрее устаете, потому что ваш мозг чрезмерно перегружен информацией, в отличие от обычного дня на работе. Для того, чтобы ваш мозг мог обработать даже один день в отпуске, вам, вероятно, захочется лечь спать пораньше. Вы почувствуете, что эти дни будут казаться намного длиннее, чем обычный день в вашей рутинной рабочей жизни. Если вы решите нарушить свой распорядок дня, если вы решите сломать свою рутину, например, отправиться в отпуск или выбрать новую жизнь для себя, скажем, путешествие на микроавтобусе по стране или путешествие по миру, яхтинг в том числе, вы погружаетесь в другую среду. Вы погружаетесь в новый мир, где рутина становится редким явлением, и вы переполнены новым опытом, впечатлениями, и вашему мозгу приходится работать усерднее. У вас становится лучше аппетит, и вы хотите больше есть. Вашему мозгу нужна пища. Он чрезмерно перегружен изобилием новых событий и информации. Вы устаете больше в конце дня. Это происходит из-за чрезмерной стимуляции вашего мозга новым опытом, настолько сильным, что вы, возможно, почувствуете необходимость вести дневник. Да-да, многие люди так и делают, чтобы помочь вам вспомнить те или иные события вашей жизни. Потому что из-за изобилия информации и событий, происходящих в вашей жизни, вашему мозгу трудно переварить такой большой объем новой информации. Оглядываясь назад и будучи до конца откровенным, могу сказать, что для меня 2020 год был особенным. У меня хватило смелости и силы воли прервать рутину своей прежней, с устоявшимся бытом жизни, сесть в автомобиль и уехать за 1300 километров из Монреаля в другой конец Канады, на Атлантическое побережье. И пусть пока до Карибов добраться не удалось, а смысл поездки именно в этом и заключался. 3 месяца путешествий с августа по ноябрь, сначала на лодке, а потом на машине по провинции Новая Шотландия. Это как, без преувеличения, 9 месяцев моей прежней жизни, когда я ходил на работу и с работы. Кстати, за 3 месяца путешествий по провинции я увидел больше, чем за последние 16 лет проживания в Канаде. Путешествия, яхтинг заставляют ваш мозг работать, держат вас в тонусе и помогают прожить более долгую и насыщенную событиями яркую жизнь. Я думаю, если бы я провел всю свою жизнь, стимулируя свой мозг подобным образом, путешествиями, занимаясь яхтингом, я бы почувствовал, будто бы живу сотни лет. Возможно, это звучит и глупо, но когда у вас столько опыта и впечатлений от посещения разных мест и стран, и не только, от знакомств с новыми людьми и культурами, и ваш мозг заполнен под завязку, трудно себе представить, что по достижению пенсионного возраста и оглядываясь назад, вы скажете себе: да, моя жизнь действительно пролетела быстро и незаметно.
Как она могла пролететь быстро, незаметно, двигаясь в таком темпе, когда вы никуда не спешите? По прибытии в новое место вы остаетесь там столько, сколько хотите, пока не надоест. А потом продолжаете свое путешествие. Кстати, на Карибах, куда я надеюсь рано или поздно доберусь, надеюсь уже в этом 2021 году, это называется странным временем. Что это означает? Островное время означает, что вы рано или поздно сделаете то, что обещали. Кто-то может сказать: да, я буду там через 5 минут. Обычно это означает через час. Если вам говорят: буду через час, обычно это означает в течение дня. А если уже вам сказали: приду сегодня, можете смело рассчитывать, что человек объявится через неделю. Вот такой вот ритм жизни на островах. Люди живут здесь именно так. Так что, пока объездил, увидел всю Новую Шотландию, получил первый опыт управления лодкой, за плечами первых 228 морских миль, немного, но уже кое-что, и не где-нибудь, а в Атлантике. Серьезно подсел на этот стиль жизни, насыщенный событиями и полностью устранивший серую рутину. Так что будем стремиться на Карибы. Какие наши годы. На этом все. Если у кого есть комментарии, предложения, пишите.